Привет, мои дорогие девочки! Вы просили, и мы делаем здесь сделаем несколько гаданий, таких быстрых, но попробуем разобрать побольше ваших тем. У нас гадание на 4 варианта, и мы посмотрим, когда будет новая работа. Первый вариант, второй, третий и четвертое. Мы по-быстрому, это будет экспресс-расклад такой, мы с вами по-быстрому посмотрим, когда же будет новая работа. Выберите одну карту из 4. Это у нас такой перекресток, и мы на перекрестке находимся и будем смотреть, когда будет новая работа. Так, первый, второй, третий, четвертый вариант. И смотрим первый вариант. Когда у вас будет новая работа, когда будет, девочки, будет все хорошо, вы устроитесь на работу, работа вам будет, в принципе, нравиться, там будет работать много людей, девочки. На этой работе король выпал, король птиц, это очень хорошая карта, да, то есть работа, которая будет приносить вам денежку. А когда она будет? Когда вы выйдете на работу? Колесница уже скоро, вы уже на пути к этой новой работе. Я так думаю, ну вот давайте так, это будет быстро. У кого-то это быстро наступает вот буквально, знаете, на неделе, а у кого-то это может растянуться, но не больше 3 месяцев. То есть работа вас ждет, устройство на работу ждет вас. И 16 старший аркан. Это офис, это какое-то, ну, здание большое, да, туда стекаются люди. Это что-то такое хорошее место для работы, и на котором вы задержитесь, да. То есть больше года, это минимум, вы будете там работать. Кто-то из вас будет работать там очень долго. Так что обратите внимание, не бойтесь, идите, устраивайтесь на работу, посылайте свои резюме. Каждое резюме подберите под определенную вакансию, потому что смотрят на это тоже, да, подходите ли вы, и люди сейчас не заморачиваются, они смотрят резюме, совпадает с работой или не совпадает. Вот и все, девочки. Вот такой вот первый вариант, поэтому я держу за вас пальчики, устройтесь на работу, все будет хорошо. Работа вас ждет, не бойтесь. Второй вариант давайте посмотрим, когда будет новая работа. Так, у нас тоже тут выпал рыцарь. Рыцарь птиц, девочки. Тут король, а тут рыцарь птиц. Это говорит о том, тоже скоро устроитесь на работу. Но эта работа будет как-то по расстоянию не особо, наверное, вам нравится, да. То есть, либо это, ну, расстояние до работы будет больше, чем, например, вы хотели бы, да. То есть на работу придется добираться. Этого вы не бойтесь, потому что, скорее всего, это будет означать, что вы, если вы на машине, то вы потом поменяете машину хорошую, новую купите. Если у вас нету машины, это может обозначать, что это будет подвижка для того, чтобы вы там сдали на права и купили машину. Это хорошая работа такая. Там будет легко работаться, там никто не будет на вас вот прям давить как-то. Старший аркан силы выпал. Это я про машину не просто так сказала, да. То есть вы будете работать на этой работе, и вас ждет какое-то приобретение. Еще Верховная Жрица. Легкая, хорошая, замечательная работа вас ждет. Скоро, девочки, пойдете на работу. Единственное, что она по расстоянию где-то. Возможно, это, если вы в городе живете, за городом, либо вот, ну, короче, расстояние. Тут вопрос только в расстоянии. Но расстояние, на самом деле, хорошее, красивое. Не бойтесь его, не бойтесь расстояний. И, возможно, график может какой-то такой вот, что вам придется типа раньше вставать или там еще что-то. Тоже этого ничего не бойтесь. Ждет вас отличная, хорошая работа, на которой вот как-то легко к вам будут приходить другие материальные блага. Когда вас интересует этот вопрос, тоже это в ближайшее время. Тут первая работа вот от недели до 3 месяцев у вас, девочки, вот плюс-минус 1-2 месяца, да. А может, да кто-то из вас очень быстро эту работу найдет, да. Особенно, вы знаете, тут все-таки, вот если вы к бубновым относитесь, к червовым, то очень быстро вы найдете работу. А пиковые и крестовые, если вашу мать смотреть, да, немножко дальше будет, но это из-за того, что у вас еще такой вот более такой, скажем так, сложный характер, да. И время, оно немножко с вами по-другому играет. Так что, девочки, все будет здесь тоже по этому варианту. У вас все супер.
Третий вариант, давайте посмотрим, когда будет новая работа. Работа, девочки, будет, но это будет какая-то бумажная работа. Это, скорее всего, как-то будет связано с вашим ремеслом, удаленкой какой-то. И здесь карта сейчас говорит о том, что тебе надо. Либо, вот если ты ищешь работу где-то ну, в какой-то компании, да, тебе надо обязательно свое резюме пересмотреть, да, обновить его, пересмотреть и все остальное. Дальше. Это будет что-то связанное с какими-то бумагами. Это либо офисная какая-то будет работа, да. Это, или, девочки, это будет ремесло именно ваше. Поэтому сейчас обратите внимание не сколько, например, прям на устройство на какую-то определенную работу, куда надо вот ходить с определенным графиком, сколько обратите внимание на свое ремесло, на свое хобби, на какие-то подработки, типа как будто бы случайные заработки, да, то есть не бойтесь вот этих вот всех работ. Если вы ищете удаленку, да, это говорит о том, что, скорее всего, у вас и будет и удаленная эта работа, то есть такое. Давайте еще посмотрим, когда будет новая работа. Рыцарь ягодный выпал, девочки. Работа у вас денежная, на самом деле, да. И то, что вот это вот тянется какая-то канитель с работой, вы обратите на это внимание, что к вам хотят прийти денежки. Хорошие деньги хотят к вам прийти, да, и поэтому, возможно, сейчас может быть какой-то шторм, вы перестраиваетесь на какие-то новые рельсы, не бойтесь ничего нового здесь, не бойтесь, обращайте внимание, пожалуйста, на удаленку, да, если надо где-то какое-то обучение пройти для того, чтобы устроиться на удаленку, пройдите это обучение, не бойтесь, я вот просто иногда поражаюсь, да, вот мне интересно было, и мне там рассказали девочки. Просто я нашла рандомных, как говорится, людей, да, которые, ну как рандом, которые занимаются там маркетплейсами, да, и все просто мне, я говорю, ну, расскажите, а как там, что? Мне рассказали. И я настолько в удивлении была, что вот прям много людей об этом не знают, что можно какое-то обучение, да, на маркетплейсах пройти, там, да, но платное, конечно, да, но вас добавляют в закрытые какие-то телеграм-каналы, в которых общаются и там, где чего набирают. Поэтому, ладно, я тут про маркетплейсы говорю, но тут у вас идет такая удаленка, идет какое-то свое ремесло, деньги хотят к вам прийти. Деньги именно потому, что вы умеете, да, то есть это какие-то заказы, услуги, может вас что-то кто-то попросит. Не бойтесь давать, например, объявление, что вы можете что-то делать, да, возможно, это самозанятость какая-то, девочки. Вот от этого не отказывайтесь, от обучения какого-то тоже не отказывайтесь, потому что вот к вам хотят деньги прийти другим способом. Не работать, например, с 8 до 5 или там какое-то такое. Они хотят к вам прийти через какое-то ремесло, через какую-то удаленную работу. Поэтому вот даже если у вас что-то такое не получается найти работу, да, ту, которую вот вы думаете, да, или как вы привыкли, обратите внимание на другие стороны. Обратите, потому что денежки вам хотят прийти другим каким-то путем еще, понимаете? Поэтому вот если у вас какие-то мыслишки такие назревают, это самое время этим всем таким заняться, да. Для того, чтобы вам работать успешно, вам надо очень хорошо дружить с людьми, понимаете? Давайте посмотрим еще, да, когда будет эта новая работа. Да, нулевой старший аркан. И опять вот эта вот карта выпала, ремесленничество. Девочки, вот вас немножко судьба сейчас меняет. Это будет другая работа, не та, которой вы вот привыкли, на которую вы ходили, да. Пришло время каких-то перемен в вашу жизнь. Это не означает, что вы прям, возможно, вы не завтра, не послезавтра не найдете ту работу, которая вас будет устраивать или, например, сохранять какую-то стабильность. Сейчас время перемен. Это не время какой-то стабильности в вашей жизни. Поэтому вот пробуйте каждый день или составьте себе, например, план. Посидите, пока есть свободное время, не сериалы какие-то смотрите, а возьмите, составьте план себе. Вот так, я люблю это делать, я люблю то делать, я люблю пятое, десятое, да. Я бы хотела этому научиться, тому. Я хотела бы там работать, да, и посмотрите, что действительно вот это вот
на социальное, возможно, что-то навязанное вам, да, что вот вы должны, там, чтобы пенсию там оформить или еще что-то, должны где-то работать на работе. Нет, вас ждет интересная перспективная работа в виде какого-то ремесла, да, каких-то других возможностей. И где-то придется, возможно, где-то чему-то научиться, пойти к кому-то в подмастерье, да. Я, например, когда, девочки, у меня 2 высших образования, но, они мне по жизни не особо ну, как, пригодились, конечно, может, чисто там, м, что-то там по мозгам, да, где-то. Но фишка в том, что когда я устраивалась на работу, я приходила на собеседование, и я говорила, что я могу даже и бесплатно работать, но мне интересно у вас в компании поработать, например, на этой должности. И вы думаете, мне кто-то отказал? Нет. Единственное, что мне отказывали, что говорили, вот вы уйдете в декрет, а мы полгода вас будем учить, поэтому мы лучше выберем мужчину. Я говорю, ну ладно, хорошо, спасибо вам за приятно проведенное время вот в вашей компании, что мы с вами там поговорили, все остальное. Все, девочки, это вот. И никогда не обижалась на какие-то такие вещи, что ну, могли так случаться, да, каждый думает о себе, и в то же время, если вы будете думать о своем ремесле, о своем любимом деле или о том, чем вы давно хотели заняться, может, как раз-таки время это пришло, все-таки выпал нулевой старший аркан, время перерождения, да, выбора нового какого-то пути жизни, и вам тут светят еще ягодки, много ягодок, да, то есть как-то хотят, вот как Вселенная говорит, типа, все, ты должна вот эти вот ягодки, новые денежки иметь. И вот эти новые денежки хотят к вам прийти. Вот такие дела. И давайте посмотрим четвертый вариант, когда будет новая работа. Это у нас экспресс-расклад, поэтому мы, так знаете, быстро отвечаем, девочки, на эти вопросы. Так, туз пентаклей выпал у нас, когда будет новая работа. Это время еще какого-то выбора у тебя. Это время паузы. Если ты в отдыхе, побольше еще поотдыхай. Тебе надо восстановить силы, тебе надо уйти от этого какого-то эмоционального выгорания, возможно, полечить какую-то болезнь свою, да, то есть обратить внимание на свое здоровье, на свое психическое, ментальное, физическое здоровье, да, побольше гуляй, отдыхай, наслаждайся жизнью, та, которая тебе сейчас дана. По тузу пентаклей, по тузу монет не идет сейчас прям супер работа. Это время, когда надо отдохнуть, заняться собой. Не бойся, ты от голода не помрешь, понимаешь? И тут вот смотри, пентакли монеты лежат на крыше. То есть как будто они не у тебя сейчас, да, а они на твоей крыше, на твоем доме. То есть тебя никто денег не лишает. И дело в том, что вот просто побольше вот отдыхай, да. Давай дальше посмотрим. А когда будет новая работа? Луна выпала, 18-й старший аркан. Тебе говорят карты, смотри, такую одну вещь интересную. 14-й старший аркан, Парадайз, рай. Тут это не карта умеренности, а именно Парадайз, рай, да. Луна и рай. То есть на самом деле ты должна сейчас вот немножко поотдыхать, позаниматься именно своими делами, которыми ты хочешь именно заниматься, да. Если у тебя есть желание, занимайся. Нету желания, не занимайся ни в коем случае. Ты не должна как лошадь никого тащить. И тут такое идет дело. Такое, девочки, да. Тут по картам показывает такой упор, что ты сейчас вот должна просто обратить внимание тупо на себя. Потому что вот такое ощущение, что до этого, возможно, тобой пользовались, твоими деньгами. Ты вспомни, кому ты отдавала эти деньги, на что ты это тратила, да, во что ты такое вот ввязалась, какое ты на себя еще коромысло или хомут повесила. Почему карты говорят, остановись, отдохни, тебе надо прийти в себя, кошечка. И тут вот реально ты кошечка. Ты не какая-то ломовая лошадь, ты кошка. Давай посмотрим еще, когда будет новая работа. Так, когда будет у тебя новая работа?
Она у тебя случится, скорее всего, к осени, да, ты полностью пересмотришь свое мнение, да, тебя возьмут на работу, и тебя на работу возьмут с нуля, то есть ты с этим дела не имела, это что-то новое в твоей жизни, новый путь какой-то, но ты будешь успешна в этом новом пути своем, фортуна выпала, у тебя будет дом полная чаша. Да? То есть тут, знаешь, еще что показывает, что у тебя очень, кстати, хорошее воображение, хороший пластичный мозг, да, ты умная, ты глубокая, ты проницательная, и это видно не только мне, и это видно не только картам Таро, это видно другим людям и высшим силам тоже. И вот у тебя, как говорится, твое возвышение, твой рост карьерный, твой рост как человека, не просто женщины и там мужчины по полу разделения, а именно ты как человек. У тебя очень красивая карма, понимаешь? Карма быть богатым человеком. Поэтому, знаешь, все у тебя будет. Шестой старший аркан влюбленный. Ты будешь на своем месте, на своей работе. У тебя будут свои деньги. И ты еще будешь управлять еще какими-то людьми. Тебе не всегда будет это просто и легко, да, но ты вот они, подмастерья твои идут. У тебя будут свои подмастерья, своя фирма, свое какое-то дело. Тебя к этому готовят вообще карты, понимаешь? К этому готовят тебя карты. Поэтому вот я бы сказала, что тут все-таки вот к осени, да. То есть тут можно жить на какие-то запасы, можно даже на какую-то такую подработку где-то ходить, да, но не особо напрягайся, потому что ты очень такая, знаешь, ты еще не созрела, да, для того, чтобы максимум получить от этой жизни. Он у тебя немножко позже будет, но я смотрю, под тобой еще очень много людей, да, то есть ты как управляющая, ты командующая, ты организующая. Вот такие вот дела, котики мои. Все, мои дорогие. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.